Всем привет, на связи Денис, и сегодня мы сделаем звук убийцу суперпилы. Ну, давайте послушаем, как он звучит. Очень жирно, насыщенно и максимально раздраженно, напряженно. Теперь послушаем стандартный звук суперпилы, который все вы, я уверен, знаете. И давайте даже не послушаем, а попытаемся воссоздать этот звук и как обычно действуют продюсеры, саунд-дизайнеры. Начинаем, собственно, с пилы, поскольку этот звук не зря называется суперпила. Повышаем количество голосов. Уже что-то. Собственно, так и получается суперпила. Размножением количества голосов и легкой расстройкой детюном. Но давайте сравним. Все-таки не то, да, чего-то не хватает. Давайте попробуем, может быть, добавить еще один осциллятор. Такой же, но на октаву выше. Вроде стало ярче. Сравним. Нет, все равно не дотягивает. Может быть, добавить шума. Попробуем добавить яркий белый шум. Все равно не дотягивает. Так в чем же секрет? Давайте инициализируем пресет, и я покажу, как с нуля создать такой звук. Мы воспользуемся модулятором House. Этот модулятор находится вот здесь, на вкладке Global, и его довольно редко используют. А здесь он нам как раз очень пригодится. Он создает такие случайные значения, и мы привяжем к нему высоту тона осциллятора А. Щелкнем сюда правой кнопкой, источник модуляции, выберем House 1. Вот так это звучит. Sample and Hold поставим и увеличим частоту этих рандомных колебаний. Они происходят быстрее и получается почти нужный звук, но надо на вкладке матрицы модуляции ослабить количество этой модуляции. Давайте сделаем 20%. Вот, и так это звучит уже похоже на то, что нам нужно. То есть смысл тот же, что и у простой расстройки детюном, но здесь немножко другой механизм этого самого детюна за счет постоянного рандомного случайного изменения тюна, да, настройки тона. И то же самое мы сделаем для осциллятора B. Но здесь в качестве источника выберем House 2. Сделаем то же самое, Sample and Hold, максимальный rate и тоже 20% этой модуляции. Таким образом у нас и осциллятор А, и осциллятор Б, точнее их высота тона, модулируется случайным образом, и эти случайные значения разные, но в одинаковом количестве. То есть теперь можно развести жестко влево и вправо по панораме, и послушайте, как это звучит. Вот это на 80%, можно сказать, уже тот звук, который нужно. Он уже лучше, чем стандартная суперпила. То есть достаточно даже одного голоса. Это экономит нам ресурсы процессора. Звук все равно очень жирный.
Можно добавить еще саб-осциллятор, тоже возьмем пилу, это уже третья пила, и она будет по центру. То есть мы развели жестко влево и вправо осцилляторы А и Б. Саб-осциллятор мы оставим по центру, но здесь у нас нету высоты тона, так вот с такой точной настройкой, то есть можно здесь только дискретно менять октаву. Поэтому мы пойдем на такую хитрость. Нам понадобится noise осциллятор. Выберем аналог J106. Вот так он звучит по отдельности. Уровень опустим до нуля, то есть нам не нужно слышать этот шум. Мы его будем использовать только как модулятор. А это возможно. Через матрицу модуляции здесь выбираем noise осциллятор. И вот эта шумовая волна будет, собственно, модулятором, то есть управляющим сигналом для общей высоты тона. То есть Global Master Tune у нас в качестве модулируемого параметра, и глубина модуляции такая же, как и здесь. Это 19. И точно такая же двусторонняя модуляция. Теперь саб-осциллятор тоже случайным образом модулируется по высоте, но звучит это немножко странно. Дело в том, что noise осциллятор модулирует master tune, то есть всю высоту тона, и не только саб-осциллятора, но и осцилляторов А и Б. И теперь, внимание, мы сделаем так, чтобы вычесть эти изменения высоты тона осцилляторов А и Б в результате модуляции noise осциллятором. Как мы это сделаем? Мы добавим еще две модуляции noise осциллятором. Отдельно высоты тона осцилляторов А и Б. В негативную сторону на те же 19. И тоже сделаем двустороннюю модуляцию. Таким образом, все отклонения, которые касаются этих двух осцилляторов, будут взаимовычитаться. То есть они будут настолько же на мастер-тюне в положительную сторону, как и здесь в отрицательную сторону. И в итоге noise осциллятор не будет воздействовать на осцилляторы А и Б, а будет воздействовать только на саб-осциллятор. Вот такая вот хитрость. И теперь это звучать будет чище. Небольшая разница, и я не думаю, что вы услышите ее на YouTube. Но как только вы повторите это, вы точно почувствуете разницу на мониторах или в наушниках. Давайте сравним без этого вычитания. Много лишней грязи, особенно в нижней середине. И с ней больше чистоты и разделения. Теперь отполируем детали. Добавим небольшой спад, буквально на 3 дБ. 3-4 дБ. И более короткий декей, где-то около 100 миллисекунд. И добавим атаку с помощью второй огибающей. Опускаем sustain в 0, а decay делаем очень коротким, 12-15 миллисекунд. И модулируем с помощью этой второй огибающей тот же Global Master Tune. Совсем чуть-чуть. Еще можно добавить макроконтроллер в качестве
управление количеством вот этого детюна. Добавляем макро 1 везде, где это касается детюна. И переименуем этот макроконтроллер в детюн. Таким образом, одной ручкой мы можем контролировать весь наш детюн. И при таких значениях лучше слышно ту атаку на мастер-тюн, которую мы добавили сейчас. Вот, совсем чуть-чуть. Теперь активируем фильтр и третий огибающий. Добавим модуляцию на фильтр, а фильтр будет работать для А, Б и саб-осциллятора. Sustain убираем. И еще одним макроконтроллером будем контролировать частоту среза фильтра. Осталось немножко обработать наш звук. И для этого мы в режиме мультибенд включим компрессор. Ratio я уменьшил, чтобы смягчить компрессию. Но все равно он дает небольшую разницу. Добавляем дилей в режиме пинг-понг 1/8. Чуть-чуть уменьшу фидбэк и добавлю реверб. В ревербе тоже дикей около 3 секунд будет достаточно. И финальная полировка. Немножечко добавим яркости, буквально. Давайте побольше, 6 дБ, но выше 5000 Гц и таким плавным переходом. И немножко уберем нижнюю середину, тоже где-то на 6 дБ. Где-то в районе 180 Гц. Давайте послушаем без эквалайзера и с ним. Все, наша гиперпила готова, можно сохранить ее и пользуйтесь на здоровье. Поставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И, конечно же, поделитесь этим видео с друзьями, если оно было вам полезным. До новых встреч, пока!